Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кому плохо без вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Так. Вот у вас сейчас преобладает энергия одиночества. Вот я бы сказала, что да, вам очень хочется иметь пару, иметь любимую женщину, да, но пока я ее рядом не вижу. Вот кроме работы, кроме каких-то, вот, может быть, друзей-приятелей, да, и то это даже не много друзей-приятелей, это может быть общение, ну, с кем-то самым таким близким, может быть, другом или же братом, да, вот родственники. То есть я не вижу, что у вас такое вот какое-то праздничное, такое супер настроение, нет. Вот вы как-то нацелены, знаете, вот на какое-то уединение, что ли. У некоторых может проигрываться вот состояние сознательного уединения, да, когда ничего не хочется, когда, ну, нет просто настроения куда-то ходить, может быть, на какие-то тусовки, там, я не знаю, куда-то посиделки, рыбалки, эти все, охота. Может быть, вас даже и приглашают, но вот нет настроения. Вот именно такое отшельническое, такое упадническое настроение. У некоторых из вас может проигрываться повышение даже по карьерной лестнице. Это может быть не обязательно вот именно карьерная лестница, хотя и это может проигрываться. Может быть повышение зарплаты, либо же вы получите какую-то доплату, премию, долги могут отдать, да. Ну, то есть какие-то вот финансовые поступления у вас еще должны быть, либо же вот-вот вам недавно только отдали их. Так, что еще у вас проигрывается в жизни? Ну, кто бы сомневался. Ну, из расклада в расклад. Ну, это просто трэш. Ну и, конечно же, у нас снова башня выпадает. И смех, и грех, да, ребята, боже. Конечно же, вы разрушительную ситуацию в своей жизни пережили. Ситуацию с чем связанную? Давайте-ка уточним. Ой, как вы ее тяжело переживали. Новый жизненный этап. Конечно же, ситуация любви вот с женщиной, да. Вам было безумно плохо, когда вот вы именно потеряли эту женщину, расстались с ней, да. Нашла коса на камень, не понеслось. У каждого это своя ситуация. Мы сейчас не будем вникать, что случилось. Но то, что это развод, либо же просто разрыв отношений с женщиной, это однозначно. И вы сейчас начали новый этап абсолютно без нее. Этап, когда вот именно вот отшельничество, вот отсюда идет, да, теперь вот вроде бы все стало на свои места. Причем у вас такой полнейший хаос в душе. Вот могут мысли путаться, вы сами не знаете, что будет, как будет, вы сами себе мозг выносите. Насколько вы запутались вообще в своей жизни, что ну вот реально никого и ничего вам не хочется. Хотя, ну снова, да, уже до смешного доходит. Практически в каждом раскладе у нас выпадает, да, вот что вы мужчина-император. Это сильный мужчина, это может быть властный мужчина, это мужчина, за которым можно быть как за каменной стеной, да, если правильно управлять таким мужчиной, мягко управлять, да, вот, что очень успешно делают умные женщины. Они так себя ведут, что даже из самого сильного императора, ну, можно реально вить веревки. Что очень успешно по жизни женщины у вас, ну, и делали. Вот они из вас вили веревки, вот пока не произошло разрушение отношений. У вас сейчас такой период, когда, вот я его называю, душа болит, а сердце плачет. Причем, знаете, вот что интересное, у вас ведь есть родственники, да, может быть, еще знакомые, либо друзья близкие, которые уже ушли, да, которые не с нами, так сказать. И они ведь есть вашими покровителями. Они к вам приходят,
Они вот даже оттуда, вас сверху, они могут вам помогать, они могут вас вот поддерживать в каких-то ситуациях, причем вы можете даже иногда замечать какие-то вот неожиданные, ну, то ли знаки, то ли, ну, какие-то события, что-то где-то упало, либо же бывает, знаете, вот какой-то вот как будто холодок рядом вот пролетел, вроде бы и окна все закрыты, а как будто вот, знаете, душа пролетела. Либо же тепло какое-то, либо вот бывает еще, когда вот в таком состоянии, что ты вроде бы и спишь, и не спишь, да, вот какое-то переходящее такое состояние, и ты понимаешь, что возле тебя там, допустим, стоит кто-то из ваших предков, либо же там друзей, да, которые оттуда вам приходят, помогают как-то, либо же говорят вам какие-то важные вещи, какие-то подсказки, наставления. Напишите в комментариях, кстати, у вас бывало такое, либо нет. Потому что у вас очень сильные покровители именно с другого мира. Тех, с которыми уже вы как бы физически не можете общаться, да, вот те, которые ушли уже на небе. Они вам помогают, они поддерживают, я вам скажу, они вас оберегают. И вот тот хаос, который у вас в душе творится, он, я думаю, скоро пройдет, вот если еще на данный момент у кого из вас он есть. Вот именно вот эти высшие силы в виде ваших ушедших родственников, либо близких, он с их помощью постепенно уйдет, этот хаос из души, из мыслей ваших. Вот они помогают, вот они, так знаете, невидимым каким-то образом вас поддерживают и управляют. Так, давайте-ка посмотрим, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад, которой плохо без вас. Что же это за женщина? Это женщина, с которой у вас либо же были отношения, возможно, вы еще не дошли даже до полноценных отношений, но у вас была некоторая симпатия. Но то, что с чувствами связано, это однозначно. Она такая очень активная, она может даже огненного знака проигрываться. Она, в принципе, даже в чем-то была манипуляторша. Так. Она очень любила вас поучать. Вот она контролировала вас, я вам скажу. Вот она, несмотря на то, что она женщина, причем еще может проигрываться, что женщина младше вас. Но тем не менее, вот она поучала, очень хорошо поучала. Это не обязательно, я не говорю, что это именно бывшие. Ну, вы сами, конечно, решайте. У каждого это по-своему будет проигрываться. Но эта женщина, с которой у вас почему-то связано, ну, и не очень хорошие воспоминания. Я бы сказала, что какие-то вот страхи, опасения, даже комплексы связаны с этой женщиной. Может быть, она вам что-то такое сказала в свое время нехорошее, что вогнало вас в комплекс. Это может быть и в интимной части, и вообще просто все что угодно, да. То есть еще может такое быть, что эту женщину вы вспоминаете как кошмарный сон. Это может быть также женщина, которая была с вами в отношениях. Может быть, это был какой-то мимолетный роман. Либо же, вот как я сказала, что она вам нравилась, но вот как такового по факту у вас романа не было, вот не дошло, может быть, но симпатия была к ней. Причем еще, смотрите, здесь еще вот момент страсти вот с ней связан, либо же это была какая-то вот очень бурная ваша интрижка, либо же интим просто был очень бурный с этой женщиной. Либо же еще может проигрываться, что вы вот хотели ее вот именно как женщину. Вот может быть там, знаете, на уровне мечтаний, мечтали о постели с этой женщиной. Ну то есть вот как-то вот еще с постелью это связано. Опять же, либо это была, либо вы, ну вот-вот, да, она не состоялась постель, но вот-вот должна была, может быть, состояться, но что-то не получилось. То есть хотели ее как мужчина, да. Так, еще что нам расскажет эта женщина о себе? Почему ей плохо без вас? Давайте уточним. Почему ей плохо? Ей плохо, вы перестали общаться. Вот какая-то агрессия, злость с ней связана.
Только не думайте, что это именно бывшая. Нет, это может быть, как я сказала, либо же роман какой-то ваш прошлый, либо интрижка какая-то, да, вот. Либо вы там практически были в интрижке этой, да, там и служебные романы, и все что угодно бывает. Ну вот как-то вот, может еще, знаете, проигрываться что-то негативное, либо она вам сказала, либо сделала, потому вы ее, может быть, отшили, да, вот разорвали отношения. Она, она скучает, потому что вот вы с ней не общаетесь. Вот она как бы и не прочь с вами пообщаться, она не прочь с вами зароманить, она вас помнит, у нее есть чувства, у нее есть страсть, но вот она скучает. Почему она не проявится? Давайте посмотрим. Почему она не проявится? Она, да, вот скорее это женщина, с которой вот то ли ссора какая-то, разрыв который. Но опять же говорю, это не обязательно бывшая, потому что все зациклены сразу на бывшей. Нет, это не обязательно. Но однозначно она хочет вот какого-то примирения, чтобы случилось примирение, причем, чтобы вы к ней примчались. Вот почему-то вот ей хочется именно от вас вот этого вот первого шага, да, потому что, ну, как бы она считает, что вы мужчина, вы, значит, должны первый шаг делать. Ну, кстати, я вам скажу, ребята, что многие женщины так считают, что в любой ситуации, как бы там ни было, но проявиться первый должен мужчина. Извиниться, там, я не знаю, упасть на колени, и попросить прощения, да, виноват либо нет, но все равно ждут первого шага от мужчины. Очень многие женщины. Может быть, для вас это и не секрет, конечно. Но тем не менее, вот она как бы ностальгирует за вами, она хочет, чтобы вы проявились, да, зачем проявились, вот зачем, хорошо, вот если бы вы проявились, что она хочет? Она хочет быть, она вот с вами, она чувствовала себя императрицей, вот опять у нас, да, постоянно император, императрица. Вот она чувствовала себя как-то уверенно с вами. Но опять же, вот у вас все-таки были какие-то стычки с этой женщиной. Может быть, даже роман, но вы как-то поссорились. Может быть, вы ушли некрасиво, да? Но вот как-то с вами она себя чувствовала вот женщиной. Я так подозреваю, что вы ей то ли деньги давали, даже если вы просто там зароманили, да, вот встречались, либо деньги, либо подарки. Вот она себя чувствовала, ну, с вами достаточно так обеспеченной и в финансах, и чувствовала себя как-то вообще как женщина уверенно, потому что чувствовала себя нужной, да, любимой. Тем более, если у кого-то из вас и страсти с ней были, да, ну как-то вот ей классно с вами было. Вот она хочет это все вернуть, она хочет. Она даже, я вам скажу, это может с какими-то своими подружками, там, коллегами, сестрами, с кем угодно. Она может обсуждать, как бы советоваться, вот как ей поступить лучше, да, вот ей реально вот, ну, плохо без вас, она скучает, она хочет вас вернуть. Будет ли она возвращать? Давайте напоследок уточним. Будет ли она возвращать вас? Вот знаете, пока это на уровне мысли. Вот она ломает голову, как можно вас вернуть. Вот ваши отношения, может быть, ваш роман, да? Как с вами вот помириться, да? У нас карта мира выпала, вот она реально хочет вот помириться, как-то наладить отношения. Поэтому думайте, сопоставляйте. Может быть, реально у вас есть такая какая-то дамочка, с которой у вас были какие-то амурные дела. Не обязательно. У кого-то, конечно, может это и бывшая проиграться, да? Как бы вам уже виднее, кому подходит больше это описание. Но она настроена реально на позитив. Она настроена на какое-то примирение, либо же на возобновление отношений. Это однозначно. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!